Привет всем! Всем привет! А сейчас мы посмотрим, как кот Вилли моет лапы перед тем, как попить воду из таза. А дальше расскажем, про что, собственно, будет этот ролик. Кот, твой выход. Только одну лапу он моет, правую. Он у нас правша. Правша. Он тщательно моет, а потом Видишь, пьет. а вторую не стал мыть. Итак, пока кот там балдеет это кошачья мята. Это кошачья мята, Да. да. И он туда приходит время от времени, ему там нравится, он ее там жует, он там лежит на ней, то есть это его место. Короче, там дурь для него, и он приходит, там заряжается энергия. Да. Вот, мы сегодня вам покажем летнего котика Вилли, покажем там всякие растения, которые по сезону. Сегодня мы записываем этот ролик 23 июля. В том числе покажем газон, который Ирина решила модернизировать. Я вам в прошлых роликах показывал, как она его высадила. Ну, посмотрим, что с ним получается. Кот набалдился в кошачьей мяте и пошел. А у нас, кстати, между вот этой плиткой что появилось? Руккола. То есть у нас в качестве сорняка между плитками стала расти руккола. Я его как-нибудь покажу в одном из роликов. Ладно, Ирина, сейчас будет твой газон. Ты, пожалуйста, про свои успехи неимоверные расскажи с газоном. Ну, здесь очень крутой склон, и поэтому трудно его подстригать с газонокосилкой, поэтому я решила такой вот не газон, который не нужно стричь. Нашла такую траву, которая называется липия. Она была недавно, я так понимаю, какая-то выведена, и она очень-очень... Вот я посадила, она уже все это, вот этот кусок уже практически зарос. У нее есть цветочки, есть белые, есть розовые, и она... как это для пчел, эти цветочки, они медоносные, то есть они привлекают пчел и растения. Вот. Но она, насколько я поняла, она очень агрессивная, она распространяется этими, как это называется, такими отводки, не корнями, а поверху она распространяется. Нужно ее ограничивать. А нам пока будет хорошо, если она распространится и нам... Нет, нужно сначала убрать старый газон, а потом, потому что старый, это будет такая Но все это мишенка. достаточно трудоемко. То есть все это достаточно трудоемко. Для того, чтобы его посадить, нужно убрать сначала прежний, который был. А это у нас кот, спрятанный за ворсянкой? Да, это ворсянка. Это ко мне на огород прилетела семечко, из него выросло растение вот с такими шишками. Вот. И я прочитала про него, что раньше эти шишки использовали для обработки шерсти. Ну, это вообще раньше. Вычесывали шерсть. Да, вычесывали шерстями. Вот. И оно оказалось очень-очень агрессивное. Из одного семечка, как это, выросла целая армия. Целое поле. Но мы потом увидим, вот эта ворсянка потом зацветет. Мы увидим, когда она зацветет, тоже интересно такое. Кот, по поводу лета и жары, кот должен поддерживать баланс воды. Без конца пьет. Пока лебеди не пришли, придут. Мы не пускаем их Мы не на пускаем в террасу. последнее время на террасу, бы они все равно приходят. Они приходят, да. С ними ничего не поделать. Вот. А кот сидит на самом деле вот в раздумьях. Вот. Мышу ловить вроде посреди дня не очень жарко. Вот. Льгота ему сейчас в это время тоже не полагается, спать тоже не хочется. И кот в таких, в непонятках, Вилечка. А чем заняться? Сейчас пойдет спать, наверное, куда-нибудь завалится все-таки. Да, вот. На травку пошел. Он в последнее время на гараж не хочет идти, потому что там слишком жарко, и ложится, и днем где-то там дремлет в кустах, в траве. Он под куст, под живую изгородь, где-нибудь на траве, мягко ложится и там спит. Это у нас Австрия, Каринтия, озеро Осяхер-Зее. Для тех, кто первый раз на канале. Итак, продолжаем. Это у нас гортензия. Да, это у нас гортензия. Да, вот меня спрашивали недавно в ролике, вот что с гортензией вашей. Вот она в таком виде сейчас. Стали образовываться? В этом году она обычно в начале июля, но это лето было прохладное, поэтому она вот только-только начала пускать вот эти. А потом в углу вы видите, какая она будет. Да. Но это уже, наверное, она середина августа, белая, да? Я думаю, это конец августа даже. Или даже конец августа. Да. То есть она покраснеет. А в конце станет вообще малиновая, темно-малиновая. Да. А в этом году даже еще не расцвели. Уже
Вот. 2,5 А вот июля. это гортензия, на удивление, или там земля, почему Нет, она нет, нет, такая? это такой сорт, это Аннабель. Я потом Она- прочитала, я в этом году ее даже не удобряла, потому что у нее образовывались настолько огромные вот эти шапки, что они просто падали и Ну, шапка размером лежала. вот баскетбольный мяч. То есть Да, размером да. с баскетбольный мяч шапка белая вот сзади. Мы сейчас Да, они поподробнее огромные. увидим ее. Ну, это Аннабель, ее, наверное, все знают. Она очень распространенная, и вот такая вот она, да. Да, вот смотрите. То есть она очень-очень такая огромная. А вот это красная, это роза у тебя. Это роза, это почвопокровная роза, Гартенфройнде или Гартнер, радость садовника или радость сада, не помню точно. Чья-то радость, короче. Ну, а да, вот это да. фиолетовые. Это Но мы их еще Лиатрис. увидим. Лиатрис. Мы его Лиатрис. еще увидим подробно. Да. А вот там сиренький, это дербенник. Он сам вырос. Нет, Ну, я смотрю, у тебя вот он, который слева, такие эти самые. Да, у тебя что-то много повырастало само по себе. Но ты не препятствуешь, да? Я наоборот приветствую, если ко мне кто-то как-то прилетает, и я как бы всегда рада. Ну да, тем более, если он красивый, да? Такой цветет так. Они все красивые, в природе некрасивых не бывает. Да, это вот слева у нас тележка, на которую шланг наматывает, да? Бардак. Бардак. Слева у нас бардак. Да, а справа это у меня выглядывает, я заказала специальное растение, которое растет по берегам в влажной почве. Вот я его посадила, но пока что, как это, из него, ну, пока еще ничего не выросло, на следующий год оно должно разрастись и зацвести желтыми цветочками. Ну, кот пока улегся, он неосмотрительно, слишком близко к нам. Я со своей камерой пришел, ему мешаюсь, естественно. Вот, но он полежит, потом переберется, конечно. Нет, это на углу здесь, и у него обзоры как Ну это во да, все стороны. он пока и контролирует, он, да, надеется, это может что-нибудь перепадет, Он мне прикидывает, как дальше. Как Да, он строит план План, дальнейший. да. Когда поймет, что ловить нечего, он пойдет, так сказать, ну ладно, говорит, пойду полежу. А ветер обдувает, ну, ему там Ну, на травке неплохо. на травке неплохо. Да. Цветочки. Ой, а нам предстоит поездка за котятами. Как Вилечка, интересно, их воспримет. Я думаю, что он захочет их выгнать. Ну, выгнать, Он хочет быть единственным любимым котиком. но он их строить будет, скорее всего. А вот это желтое, что такое торчит? Ну, это вот это, как же она называется, растение короче, не помню я. Опять выросло само по себе. Оно прилетело от соседей. Ну ладно, пусть будет. Ну вот кот отошел подальше. Вот, я немножко еще с камерой его, так сказать, побеспокою, потом уйду. Вот. Ну, котяток привезем, посмотрим. В принципе, может быть, они и уживутся. Он будет их строить, воспитывать. Ему же тоже приятно будет, что у него такая будет, подчиненные будут. У него же жизнь налаженная, они будут ему как-то, они должны будут вписаться в его распорядок Ну, дня, в короче, распорядок посмотрим. жизни. Мы его поставим перед фактом. Да. Вот. Сейчас там, где гортензии, смотрите, а слева от гортензии, вот по центру сейчас, это такое синее, которое пахнет приятно. Сиреневая, это будлея. Как будлея. Будлея, ну, у кого есть дачи, они, наверное, знают это растение. Оно очень широко распространено, оно похоже на сирень, и как бы оно привлекает почему-то именно бабочек. Ну, пчел тоже, всяких насекомых, но вот именно бабочек оно привлекает. Это у нас носятся летние развлечения на водных лыжах. Здесь почему-то популярны вот эти водные лыжи. Ну, мне кажется, это немножко устаревшее развлечение, но... Почему же устаревшее? Да, потому что... Спортивное такое. Попробуй удержись там Ну, на это да, воде. там непросто. Вот эти желтые тоже у тебя как бы... Нет, эти желтые были посажены, я просто я не помню, как они называются. Это что-то из рода вот там типа подсолнечников, не подсолнечников. Они осенью в основном зацветают. Да, вот смотрите, вот это стало зацветать. Да, это моя ворсянка, которая начала зацветать, они такие сиреневые. Я вообще-то рассчитывала, что будут красивые такие сиреневые шишечки, но, увы, как это не сложилось, Ну, это и у нее такой уже поясок образуется. Муфта, какая-то муфта такая. Да, ну ладно, так. Ну, они тоже привлекают пчел, там шмелей, всяких насекомых на них. Ну, вообще да. про пчел сейчас тренд такой, что надо пчел беречь, их давать им достаточно еды. Вот в Каринтии про это пишут тоже, вот и в газете я читал. Думаю, что это везде. Да, Я думаю, это, что в видимо, России мировой тоже. тренд, Конечно. чтобы не снижалось поголовье Там- пчел,
сказать, Да. их количество. И сейчас рекомендуют высаживать именно растения, которые привлекают пчел. Вот у нас этих пчел огромное количество. У нас эта ворсянка не только для пчел, я ее как бы оставила. Ну ладно, давайте Ладно, про это лиатрис расскажу. Давай. Это лиатрис, который я как это пересаживала с места на место, и наконец-то... Смотрите, вот, на нем пчел вообще сколько? Да, на нем тоже много пчел. И наконец-то вот он у меня приземлился здесь. Но это его еще не окончательное место. Ну почему? Может быть, он Видишь, ему снова нравится. переедет куда-нибудь. Судя по его виду, ему А нравится. ему везде нравится, и он оказался Давай продолжай про свои непривередливым. ворсянку. Что Про ворсянку, что она ужасно распространяется очень сильно, и я повыдергала, наверное, 90%, которые она выросла. Вот. Но кое-что я оставила, потому что ее семена очень любят мелкие птички. Так, эти горшки у нас одна лантана, другая, мы забыли, маслен какой-то. Послен, я забываю это название. Да, они у нас стоят дома, зимой, это такие домашние, но на Нет, лето... они не домашние. На самом деле они как бы летом должны... Ну, летом на улице на должны, но зимой террасе. они не выдерживают в климате нашем. Да, они не морозостойкие, приходится их забирать в дом, и они там мучаются, потому что им не хватает света, но как-то они переживают зиму. А летом они вот Летом не их- успеваешь постригать, во все стороны Ну, начинают. лантана, она, конечно, бешено растет. Так, котик отправился, но это не сосна, это кто? Кедр. Да, это какой-то карликовый кедр. Вот котик отправился, разновидность. на самом деле там вот Ирина работает, а котик просто ее старается из внимания не выпускать, потому что основные льготы идут от нее, она источник льгот. Поэтому он как бы старается, да, отдыхая, даже ее из вида не упускать. Да, со мной следует по участку. Да, как помогает работать. Он все знает, он все растения знает, сказать не может только. Не хочет. Вот, ладно, сейчас мы увидим кого? Мы увидим Кого? женщину на доске. Ага. Вот. И вспомним, что на доску, вот сапбординг, первой у нас стала Ирина. Да? Вот, а потом Да. уже я только. И это произошло в Кабо-Сан-Лукас. В Мексика, Мексике, Мексика. да. Она героически там на эту доску встала и поплыла. На этом все. Пока-пока. Пока. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!